Вниманию тех, кто не стареет. Мне одному кажется несправедливо то, что когда речь заходит о фэнтези-сериалах, на ум рядового потребителя в первую очередь приходит «Игра престолов», «Ведьмак» или же какая-нибудь другая сомнительная поделка последних лет. Как по мне, во вселенной, где случилась легенда о короле Артуре, всякий, кто уважает фэнтези, или считает, что уважает фэнтези, должен знать о сериале «Мерлин». Возможно, вы однажды в десятых годах пялили в зомбоящик на канале ТВ3, ожидая семейного детектива, чтобы за просмотром загадочного убийства убить остаток вечера, а потом увидели... Вообще я совру, если скажу, что качественно сериал сильно отличался от тех вещей, что выходили с начала нулевых. Как минимум потому, что большая их часть в свое время прошла мимо меня стороной, а как максимум, судя по впечатлениям тех, для кого Мерлин остался забавной сказочкой про смышленного кудесника и его бестолкового друга, который в силу своей недалекости считал себя главным. И пусть для меня Мерлин стал исключительным произведением, я не могу отрицать то, что для человека, который решит впервые ознакомиться с сериалом, очевидными будут типичные недостатки олдовых сериалов. Низкий бюджет, камерная история, незамысловатая мораль. Однако настоящая магия сокрыта в мелочах. Все, кто когда-либо смотрел Мерлина, наверняка до сих пор каждые 2 или 3 года пересматривают этот сериал. Возможно, есть даже монстры, которые делают это еще чаще. Они согласятся, приключения Мерлина – безоговорочный шедевр, достойный высшей лиги фэнтези-фандомов, не только сериалов, но и всего медиа в целом. За свою непревзойденную атмосферу, воспроизведенную кропотливым трудом дизайнеров и костюмеров, визуал Мерлина можно описать как ожившая книжная иллюстрация. Внимание к мелочам и композиция в кадре составляет такой праздник для глаз, что желание пройтись по этим людным улочкам, заглянуть на местный рынок за парой помидоров появляется уже моментально. То же самое можно сказать про дикую природу, представленную в сериале. Живописных кустов никто не отменял. Великолепие визуала качественно дополняет музыка Роба Лейна. Если в моменте вы подумали, что в видео фоном играет трек из Героев Меча и Магии или откуда-то из локации Вова, то вы ошиблись. Это оригинальные треки, написанные специально для этого сериала. И черт возьми, как же они хороши. Динамика внутри трека идеально попадает в настроение сцены в каждом кадре, увеличивая эмоциональное вовлечение зрителя в историю. Ну а сценарная работа над адаптацией, наверное, самого важного мифа для всех фэнтези-гиков выше всяких похвал. Авторы сериала не просто переосмыслили первоисточник, предоставив нам оригинальное видение. Они его разобрали, пересобрали, проработали как самостоятельное произведение и преподнесли нам именно в том виде, в котором все представляют легенду о короле Артуре. Героическое фэнтези в мире, где все овеяно завесой тайны и волшебства, а в тени скребутся мрачные заговоры и кошмары, воплотившиеся в жизнь. И все это без религиозной подоплеки и средневековой грязи. Вот только, несмотря на все эти достоинства, сейчас его никто не обсуждает. Определенно помнят, определенно любят, но как так случилось, что безоговорочные мастера своего дела собрались в одном месте, чтобы выкатить ультимативный контент, заслуживающий стать современной классикой, а этого никто не заметил? Опять же, такая судьба постигла не только этот сериал. И причины такого забвения я уже озвучивал выше. Низкий бюджет, камерная история, незамысловатая мораль. Но даже зная эти причины, я не могу примириться с несправедливой судьбой.
Магии, как у Мерлина, у меня, конечно, нет, но хотя бы рассказать вам, что делает этот сериал лучшей адаптацией саги о короле Артуре и по совместительству одним из лучших представителей жанра фэнтези я могу. Потому что я считаю, что этот сериал заслуживает всех тех дифирамбов, что звучат, когда молодой неопытный зритель взрывается восхищением, расхваливая свой любимый мультик, пренебрегая всеми очевидными недостатками. Ведь несмотря на всю наивность, с которой сериал рассказывает историю, темы, которые в нем затрагиваются, всегда будут актуальны, а эпос и драма не оставят никого равнодушным. Почему до сих пор на русскоязычном ютубе нет трехчасового разбора анализа сюжета и смысла сериала, а самый длинный ролик на тему — это шип Миртура? Пора уже людям вспомнить, как должно выглядеть величие. И если вы готовы прикоснуться к легенде, я готов стать для вас проводником в страну мифов времен магии. Сериал «Мерлин» играет на контрастах, являясь по своей сути легкой сказочкой для семейного просмотра. Когда речь касается магии, Мерлина лихо уносит в сторону триллера с элементами хоррора. Буквально с самого начала нас заверяют в том, что от финала будет зависеть судьба всего магического мира, обозначая масштаб событий. Однако в своем наполнении это очень камерный сериал, выстроенный вокруг межличностных отношений главных героев. Боевка, архитектура, амуниция внутри сериала не пестрят привычным для фэнтези декоративным разнообразием. Зачастую стиль того или иного королевства отсылает к существовавшим ранее культурам и образам. Тем не менее, хаос анахронизмов может вызвать у прожженного эксперта жжение в глазах и даже Здесь следует обмолвиться, что именно делает сериал «Мерлин» тем самым фэнтези с большой буквы и как именно работает его магия. Сказочность происходящего производная стиля и недосказанности, возвышенности и приземленности. Сериал не ставит перед собой задачу ответить, как в одной эпохе оказались полный латный доспех и ободранные грязные варвары раннего средневековья. Мерлин точно знает, в чем его сильные стороны, и достигает реализма при помощи естественности взаимоотношений действующих лиц в кадре, оставляя при этом пробелы повествования на интерпретацию зрителя и стилистические сюжетные условности. Поэтому, если для вас словосочетание «сюжетная дыра» вызывает раковое воспаление седалища, вопрос, зачем в принципе вы смотрите этот обзор? Зачем смотреть фэнтези, если это обусловлено не желанием погрузиться в мир и историю проживающих в нем персонажей, а желанием получить достоверное мироописание, где бытовые для нас вещи будут зваться магией? Видеочат. Опаснейшая штука. С какого перепугу? С чего это нам бояться интернета? И тут не камень в огород тех работ, которые целиком отдаются идее представить устоявшиеся атрибуты фэнтези в новом свете, более понятном и предметно рассматриваемом. Меня просто пугает тенденция фэнтези с каждым годом отдавать больше предпочтения форме, нежели содержанию. Авторы пытаются логически обосновать свойства каждого заклинания, охотно скармливая весь лор своему зрителю, чтобы, не дай бог, его любопытство осталось неудовлетворенным. Многие так далеко заходят в желании рассказать о своей собственной, уникальной, оригинальной, ни у кого такой нет вселенной, что в конечном счете это становится самоцелью. На всякий продукт найдется свой потребитель, но разве магия и сеттинг в классическом фэнтези не должны облегчать работу автора в контексте рассказываемой истории, а не усложнять ее? Любое хорошее фэнтези делает большую ставку на активное участие зрителя в интерпретации устройств мира, показывая, как он работает, а не рассказывая. Само собой, хороший автор также должен держать в голове те правила, что сам для своего мира разработал. Но регламентировать их – это путь, зачастую лишающий его устройства какой-либо загадки и, соответственно, обесценивающий участие зрителя в попытках ее постижения. Этот принцип применим не только для Мерлина, но и для любой другой фэнтези-франшизы. Автор может пожертвовать бытовым реализмом для того, чтобы работала повествовательная логика, и в то же время будет возлагать на зрителя поиск ответов на вопросы мироустройства, иерархии власти, влияния, предоставляя лишь наводящие определения, а тот самый реализм, который заставит нас поверить в происходящее, ждет в бытовых коммуникациях,
простых и сложных проблемах, до боли знакомых современному зрителю. Но если говорить про саму магию, а не про сеттинг, то нельзя сказать, что в Мерлине она работает просто как сюжетный костыль. Если супер кратко описать то, по какому принципу работает местное колдунство, магия по сути является фундаментом всего мироздания. Где-то присутствие магии больше, где-то меньше. Чем больше в существе присутствия магии, тем меньше он подвержен ее влиянию и законам мира. Так Мерлин выживает после любых заклинаний, что убили бы обычного человека, а Моргана так вовсе получает биологическое бессмертие. Ну, почти. И соответственно, чем сильнее обладатель силы, тем сложнее его чары разрушить. Ну, тут как бы ничего необычного. Человек в этом мире занимает место между физическим и полностью магическим миром. Большинство сказочных тварей здесь не рождаются, а создаются при помощи заклинаний или призываются из иных измерений. Таким образом, драконы по своей природе гораздо ближе к миру магии, но обязаны подчиняться заклинателю, потому что именно его воля призывает их в материальный мир. То есть правила у мира все еще присутствуют, но преподносятся ненавязчиво, чтобы не перегружать повествование и рассказывать о том, что действительно имеет значение для истории. За 5 сезонов, каждый из которых по 13 серий, мы ни разу не видим флешбэк персонажей. Все события и всю информацию, которую мы о них получаем, мы можем оценить на ходу, не отрываясь от повествования. Это выводит персонажей на новый уровень, где они со своими внутренними конфликтами и противоречиями ощущаются уже не как персонажи истории, а как живые люди, с которыми мы на счастье или беду имеем возможность познакомиться. Это именно та история, которая впечатлит тебя настолько, насколько ты готов ей проникнуться. В простоте и непосредственности подачи кроется гениальность сценария, наделяя абстракцию смыслом. Ведь даже в самый невероятный сюжет можно поверить, если в нем будут по-настоящему живые герои. Ну, после таких громких заявлений было бы грех не рассказать о самих персонажах. Однако, пересказывать здесь сюжет я не буду. Потому что все еще надеюсь, что если по какой-то причине ты, мой внимательный слушатель, еще не посмотрел этот замечательный сериал, то после обзора его обязательно посмотришь. Поэтому я, не вдаваясь в подробности, просто обрисую в общих чертах арки персонажей и, исходя из показанных в сериале моментов, буду как-то их анализировать. Как именно я это сделаю, пока не понял, но надеюсь, будет интересно. Также не надейтесь увидеть в этом видео сноски на интервью авторов или актеров с их интерпретацией сюжета, персонажей и так далее. Моя задача поделиться собственным опытом и впечатлениями о франшизе и по возможности привлечь к ней внимание. Обрисуем основной положняк. Действие сериала происходит в Камелоте, королевство, в котором по приказу короля осуществляются гонения на магов. Одаренный Мерлин, уроженец маленькой деревни из соседнего королевства, приезжает в город, дабы найти свое место в жизни. Под пристальным надзором королевского лекаря Гаюса он учит скрывать свои магические способности, но это не та судьба, которую он желает. В его жилах течет магия, и представить себе жизнь без нее молодой чародей не в состоянии. Тогда к нему взывает дракон из подземелья, что пророчит ему великую судьбу, связанную с возведением на трон наследного принца Артура, что вернет магию в земли Альбиона. И вот, доверившись пророчеству, Мерлин при помощи своих талантов выслуживается перед королем, застолбив за собой место личного слуги принца Артура. Весь сериал герои будут планомерно идти к исполнению своего предназначения, но основной синопсис не изменится. Теперь мы будем смотреть за динамикой отношений Артура в роли господина и Мерлина слуги, а также станем свидетелями разных дворцовых интриг, скандалов и сентиментальностей. Ну и с этого момента давайте же наконец поговорим о главном герое сериала «Приключения Мерлина», об Артуре. Да, я считаю, что если рассказывать об этом сериале, то самым правильным решением будет начать именно с обсуждения Артура, потому что, может, вы не знали, но именно Артур является главным героем истории, главным героем своей саги и просто челом, который вывозит на себе главную тему всей франшизы. В то время как сам Мерлин, будучи всеми силами одаренным, как какая-нибудь, неважно, будет предоставлять нам самую широкую из возможных перспектив на развернувшуюся драму Дома Пендрагонов. Он наблюдатель истории, но главной интригой для нас, как для зрителя, так и для самого чародея,
является то, как именно Артур придет к той судьбе, что ему предначертано. А путь, которым сам того не зная идет Артур, на самом деле достаточно беззаботен. Вначале мы вместе с Мерлином застаем Артура в роли сынка-мажора. Грубый, самовлюбленный, бесчувственный, пустоголовый болван, представляющий интерес для всех только как потенциальный наследник. Он гордится своим отцом и чувствует свою слабость рядом с его авторитетом. Все его вызывающее поведение направлено на то, чтобы соответствовать высоким стандартам своего отца и получить тот самый жизнеутверждающий батин респект. И пусть на этом этапе Артур практически никогда не пререкается с отцом-людоедом, который отправляет на костер всех, кого ни попадя, Мерлин вскоре замечает, что несмотря на отстраненность и высокомерие, доблесть для Артура все еще не пустой звук. Воспитанный на идеалах рыцарства, выведенных не для военных походов, но для мирного времени, Артур в силах со стороны оценить противоречивые действия своего отца Утора без всякой жалости каравшего врагов королевства. И ему претит деспотичный подход короля, но его молчаливая покорность продиктована слабостью и сомнениями в самом себе, что будет сопровождать его всю жизнь. Будучи единственным ребенком Утора и Игрейны, что умерла при родах, Артур чувствует свою вину перед матерью за то, что стал причиной ее смерти, и перед отцом, что, потеряв близкого человека, взамен получил отпрыска, неспособного компенсировать ее утрату. Впоследствии озлобленность за эту мнимую вину приведет к тому, что Артур попытается убить своего отца, узнав от колдуньи, что причина, по которой он родился и умерла Игрейна, колдовство и желание Утора обзавестись наследником во что бы то ни стало, но об этом еще чуть позже. Что важно для нас, то, что с приходом Мерлина, человека, не считавшегося с его авторитетом и дающего непредвзятую оценку, Артур получает окно в мир простого народа с его беспокойствами и заботами, в чем может найти подтверждение своих собственных взглядов и поддержку. Знакомство с мальчиком из дремучей глухомани, юного и чистого в своих помыслах, еще и способного поддержать разговор без стесняющих рамок и титулов, приносит Артуру уверенность и силу противостоять авторитету своего отца, а также убежденность в том, что честь и великодушие, то, что больше всего прочего ценил и сам принц, это то, что должен собой олицетворять достойный правитель. Поскольку об Артуре на момент первого сезона мы уже узнали вполне достаточно, то самое время поговорить о том, с кем связан его основной конфликт. Из того, что нам известно, Утор не был наследным королем Камелота. Его высокое положение – результат его борьбы, его жестокость – защита от предательства, а паранойя – плата за утраченные идеалы. Утор считает, что принес себя в жертву королевству, и в этом недалек от истины. За все то время, что он правил Камелотом, ему приходилось принимать тяжелые решения и распрощаться с многими союзниками, вышагивая по краю бритвы. Утор может говорить о благородстве как о неотъемлемом качестве короля, но сам давно им не обладает. Он политик, и его решения в своей основе опираются на возможность извлечения выгоды из той или иной ситуации, по крайней мере в тех вопросах, где обоснованность его мер не ставится под сомнение. Он не воспринимает критику, потому что жертвы, положенные на алтарь правления, не позволяют ему усомниться в верности своего выбора, а страх предательства не дает проигнорировать слова невежд, что его осуждают. Хотя насчет последнего, думаю, у любого батька случился бы нервный срыв, получал бы он в свою сторону столько критики со стороны инфантильных дурачков. И я не пытаюсь убедить вас в том, что убивать человека за причастность к той или иной категории людей – это норма, но кризисное время всегда требовало и требует отчаянных решений. Можно сколько угодно осуждать Утора за лицемерие, безразличие, за трусость, но в контексте обстоятельств его восхождения на трон Утор образцовый король, и пусть это не умаляет его предвзятости по многим вопросам, в отношении вопросов государства он старается сохранять трезвый взгляд, что само по себе немного хоть заслуживает уважения. И помимо Артура, которого гложет чувство долга, этого уважения Утор удостаивает еще один сюжетно важный персонаж Гaius. Арка Гaius'а и Мерлина во многом представляет собой отзеркаленную версию отношений Утора с его сыном. В начале сериала, когда юный Мерлин только прибывает в Камелот, Гaius берет над ним опеку, чтобы парень не попал в беду из-за запрета на использование магии.
Судьбу этого старика, наверное, можно считать одной из самых трагичных во всем сериале. Когда Утор начал гонения на магов, Гaius потерял многих друзей. Сам же, пусть и практиковал магию в те годы, остался при дворе и предпочел принять навязанные королем порядки, отказавшись от магии и от тех, знакомства с кем могло его скомпрометировать. Прагматичный холодный расчет, казалось бы. Но что именно лежит в основе этого выбора? В отличие от продемонстрированных в сериале магов, что в абсолютном большинстве являются кровными наследниками силы, Гaius не был чародеем, он был ученым. И то, каким его показывают в сериале, замечательно передает эту черту персонажа. Будучи компетентным во многих темах, Гaius никогда не апеллирует к своему авторитету. Факты должны говорить сами за себя, и он это прекрасно осознает, как и то, что во всем, что происходит в мире, лежат причинно-следственные связи. Магия в мире Мерлина не такая имбовая, как в современных фэнтези, и не позволяет швырять ядерку во врагов. Тем не менее, обладание такой силой ставит магов с обычными людьми в абсолютно неравные условия. И пусть это не делает магов виноватыми в своем происхождении, но дураков, что будут использовать силу безответственно, разрушая устои общества себе на забаву, будет всегда больше, чем здравомыслящих людей, что будут своей силой помогать, строить замки, собирать урожай, защищаться от захватчиков. Да даже такие ответственные люди на первый взгляд могут перегореть, изменить свои взгляды, и то, что помогало людям в моменте обратиться в опасное оружие. Магия дает простому человеку слишком много власти над своей судьбой, и Гaius это прекрасно понимает. Поэтому в чистке магов со стороны Утора он видит стремление к порядку, чтобы вернуть силу законам более контролируемым, нежели запреты, что маги сами на себя накладывают. И все же понимание причин борьбы против магии не дает ему возможности однозначно поддержать чью-то сторону. Как наследие прошлого и великую науку, восходящую к истокам мира, он уважает старую религию и разделяет боль и разочарование тех, кому пришлось отказаться от нее под влиянием новых порядков. Широкий кругозор и высокая степень сознательности оставляют Гaiuса в неопределенности. Поэтому в ситуации, где выбор предоставляется из двух зол, он принимает решение, достойное лекаря, помогать всем. По мере развития сюжета мы не раз встретим персонажей, что делят с ним общее прошлое и имеют разные суждения о нем. Для одних он предатель, выбравший легкий путь, для других представитель лучшей части Камелота. Но как бы там ни было, для самого Гaiuса времена Великой Чистки остаются упущенной возможностью проявить себя. В сериале он не раз будет пренебрегать собственной жизнью ради близких, и в этом не только проявление его самоотверженности, но и крик об искуплении. Ведь оставшись в стороне от конфликта, Гaius отказывается от друзей, от любви, от несчастных людей, что были прокляты родиться в ту эпоху. Он остается один и сам признается, что хоть и прожил долгую жизнь, ему нечего вспомнить и по большому счету нечем гордиться. И этот незакрытый гештальт его предыстории будет отзываться по сюжету до финального сезона. Гaius из раза в раз будет подвергать себя опасности, чтобы защитить Мерлина и бороться со своими подсознательными страхами. Старого деда будут пытать огнем, травить, морить голодом. И при всем при этом Гaius остается одним из самых долгоживущих персонажей саги. Будь-то сама судьба не дает ему уйти на желанный покой, каждый раз напоминая, что его момент героического самопожертвования остался далеко позади, и все новые попытки приведут лишь к большим страданиям. И, конечно, все это было бы невозможно без Мерлина. Его появление в Камелоте дает начало не только арке становления Артура, но и ренессанса Гaiuса, который взял его под опеку. И если Утор своим авторитетом подавляет Артура, взаимодействие молодого волшебника с придворным лекарем построено на взаимном уважении и доверии. Не в последнюю очередь от того, что у Гaiusa нет никаких рычагов давления на парня, конечно, но свобода и чуткость друг к другу – это то, что позволяет им выстроить здоровые доверительные отношения. Мерлин и Гaius из чужих друг другу людей, скрепленных общим обязательством, становятся по-настоящему близки, как никогда не был близок Артур со своим отцом.
Через эти взаимоотношения и ответственность перед кем-то кроме себя, Гaius наконец находит в себе сострадание и воспоминания о том, что когда-то было важнее его собственной жизни, в то время как Мерлин наконец получил товарища, способного разделить его тяготы и дать необходимую поддержку. То же самое происходит в отношении Мерлина к Артуру. Сделав выбор в пользу судьбы, поверив в возможность Артура стать великим правителем, он находит то, чего до этого не замечал при первом знакомстве, и после этого уже по собственной воле готов жертвовать жизнью ради друга. Во всех перечисленных сюжетных ветках прочность связи между персонажами обуславливает их общее развитие. В приключениях Мерлина так или иначе за каждым решением героя стоит решение и выбор других героев, что открывает нам, как зрителям, одну из главных тем сериала. Дружба — это чудо! Кто не знал, отпишитесь в комментариях. Однако сериал действительно основательно прорабатывает свой месседж. Дружба — это не только то, что позволяет скрасить унылые деньки бытности и выручит в трудную минуту. Если родственные связи — это то, что определяет наше настоящее, то дружба — это наш выбор в настоящем, что определяет наше будущее. Так или иначе, персонажи Артура, Мерлина, Моргана несут на себе бремя пережитого прошлого, потерю родственников, непринятие со стороны общества и родных. Однако дружба становится для них опорой, чтобы держаться выбранного курса и построить будущее, в котором они хотели бы жить. Но если на Мерлина и Артура дружба сказывается положительно, то Моргана весьма трагичный случай, хотя не сказать, чтобы уникальный. На старте сериала Моргана уже занимает самую активную позицию. Она спорит с Утером, оспаривая его решения, высмеивает Артура, помогает бедным и сочувствует колдунам, несправедливо осужденным. Но давайте попытаемся копнуть чуть глубже. В чем же все-таки причина таких проявлений ее характера? Мы знаем о Моргане то, что с детства ее мучают кошмары. Гaius постоянно дает ей сонные зелья, но даже они не способны успокоить девушку. Опустим то, что эти сны зачастую имеют под собой магическое происхождение. В контексте персонажа ее кошмары выступают одним из важнейших факторов ее характеристики. Именно кошмары по итогу сделали так, что Моргана замкнулась на самой себе. Всем нам снятся сны. Может странные, может не всегда приятные. Но уверен, бывает это не настолько часто, чтобы это стало для кого-то проблемой. Моргана же испытывает стресс от своих снов постоянно. Она может этим поделиться, но никто не сможет проникнуться ее бедой в той степени, чтобы унять ее беспокойство, что она сама прекрасно понимает. Когда человек сталкивается с чем-то настолько личным, за этим часто следует замыкание на собственных переживаниях и эмоциях, что прекрасно передает Кэти Маград своей просто невыразимо убедительной игрой. Каждое проявление злости, страха или возмущения настолько явственно контрастирует с ее обычным эмоциональным фоном, где она благородная, умная, знатная леди, что подсознательно сам начинаешь чувствовать нестабильное нутро этого персонажа. Все ее решения также имеют прямое следствие из фактора ее нестабильного психического состояния. Ее противостояние Утеру и Двору, с одной стороны, как своеобразный протест против человека, отправившего ее отца на гибель, но также это возможность дистанцироваться, чтобы не открывать близким людям своих искренних переживаний. Ведь что ни говори, а Моргана, несмотря на свою нестабильную менталку, остается достаточно умным персонажем, чтобы быть благодарной, и уж на свою жизнь ей точно не о чем жаловаться. Ей свойственны импульсивные решения, но всегда после учинения какой-нибудь глупости Моргана без проблем могла дать правильную оценку своих действий и сделать из этого выводы. Также то, что Моргана испытывает жалость по отношению к простому люду, напрямую связано с ее отстраненностью от дворцовых дел, а также с ее собственными проблемами. Не находя выход своим переживаниям из-за изнуряющих кошмаров, она ищет тех, чье горе и чье положение может назвать куда худшей участью. Ведь это дает возможность ей отстраниться от своих собственных заморочек, а также проецируя свои проблемы на людей, от чьего положения Моргана так же далека, как ее близкие далеки от понимания, что с ней происходит, она может создать себе в
голове некоторое подобие общности. Это не столько эмпатия, сколько отчаянные попытки сохранить рассудок и найти отдушину, абстрагировавшись от пожирающего ее негатива. Она хочет верить в добро, справедливость, преданность, но по-настоящему их увидеть ей мешает убежденность в непонимании ее окружающими, что делает ее закрытой и одинокой. И только тогда, когда Моргана узнает о своем магическом даре, находит людей, что по-настоящему осознают все трудности, с которыми ей довелось столкнуться, она готова тут же оставить всю свою прошлую жизнь, отбросив всякое родство и связи, потому что наконец нашла, что искала. Ненадолго. Увы. Хэппи-энда не будет. Моргана глубоко травмированный человек, замкнутый на самом себе, и чем дальше по сюжету, тем больше она будет отдаляться от всех прочих людей, пока в голове не останутся только одни навязчивые идеи и обиды. Из-за того, что Мерлин ей была отказана в доверии, Моргана не смогла найти свой путь и пошла на поводу у своих амбиций. Ее история тем трагичнее, чем больше ты этого персонажа понимаешь. Признаюсь, в детстве я был совсем не в восторге от преобразований Морганы в 3-м сезоне. Мне казалось оно слишком резким и безосновательным. Но пересматривая его в зрелые годы, я понял, что в этом была своя пугающая закономерность, которой я раньше не мог заметить из-за недостатка жизненного опыта. Ее изначально показывали как инфантильную роковую красотку, которая добивается желаемого, несмотря ни на запреты, ни на жертвы. В моменте наивность, с которой она принимает те или иные решения, дискредитирует ее как соображающего героя, но в этом суть ее социального характера. Она остается объективной только тогда, когда вопрос касается ее друзей или ее лично. Само по себе ее поведение приемлемо. Наверняка многим ее жизненная позиция покажется знакомой. Я даже не сомневаюсь, что героиня получила любовь фанатов абсолютно заслуженно. Но если всмотреться, то можно увидеть все предпосылки, что делают из доброго, отзывчивого и верного человека безжалостную фурию. А смотреть на это нужно, потому что прямым текстом никто об этом не расскажет. А без этого будет невозможно считать заложенный сценарием смысл. Я более чем уверен, что те, кто смотрел в нулевых сериал по ТВ, в большинстве своем были не старше 15 лет. А может, просто равнодушно смотрели все подряд, особо не задумываясь над материалом. Но правда в том, что если в детстве мы больше уделяем внимание понятиям предназначения и судьбы, каким-то абстрактным и плоским понятиям добра и зла, то в более зрелом возрасте думаем о том, что за этими понятиями стоит. Сущности плодятся, понятия фрагментируются, и вот уже произведение рассказывает об ответственности, одиночестве и таких экзистенциальных вопросах, которые не дают тебе покоя в обыденной жизни. Мерлин – достойный пример сериала, который в своей отработанной формуле позволяет зрителю и получить удовольствие от непринужденного просмотра своей эмоциональной глубиной, и удовлетворить интерес зрителя, что готов уделить время для более углубленного и вдумчивого просмотра. О большинстве действующего каста мы поговорили, как и о главной теме первого сезона, но если вы подумали, что тема дружбы является основополагающей для всего сериала в целом, то подумайте еще. Нет смысла спорить, что дружба главных героев, для некоторых извращенцев имеющая даже какой-то интимный окрас, проходит красной нитью через все 5 сезонов. Однако с точки зрения сценария тема дружбы как лакмусовая бумажка – лишь инструмент, чтобы проявить главную связующую тему всей истории, а также замаскировать слона в посудной лавке, а именно, что значит быть собой. Если посезонно разобрать главные сюжетные линии каждого сезона, то будет вырисовываться какая-то такая картина. В первом сезоне Мерлин ищет и находит свое призвание, знакомясь с персонажами, пока не сильно погружаясь в проблемы Артура, но уже активно участвуя в исполнении пророчества. Во втором сезоне мы уже получаем больше лора семейки Пендрагоновых. Мерлин в своих бытовых коммуникациях с Артуром все еще выступает как наставник, но принц уже проявляет большую самостоятельность. Начинаются первые серьезные конфликты с Утером, а на фоне происходит трансформация Морганы в злую, жадную до власти ведьму. В третьем сезоне мрачнуха набирает обороты. Фигура Утера постепенно отходит на задний план. Артур чувствует приближение своего царствования, но осознавая всю ответственность, находится в постоянном отрицании своей профпригодности.
В его представлении, навязанном отцом, быть королем совсем не то же самое, что быть рыцарем. Он такой, какой есть, но лишь потому, что боится перемен и хочет задержаться в своем беспечном мани-мирке хотя бы на сезон. Так или иначе, в конце сезона, когда Моргана, целенаправленно действовавшая из тени с целью получить добивается своей цели и с армией мертвецов захватывает Камелот, Артур осознает необходимость борьбы и в отсутствие отца берет командование в свои руки, дабы свергнуть узурпаторов. Наконец, в 4-м сезоне Артур переживает смерть отца, предательство своего главного советника и снова находится на грани свержения. Попутно с этим Артур предпринимает попытки примерить на себя роль Утора. Желая удержать власть, Артур поступает наперекор собственным убеждениям и принципам, чтобы повзрослеть, приблизиться к той планке, что задрал его отец. Даже из могилы Утор все еще насаждает Артуру свой образ правления, ведь только его наследный принц считает самым достойным и правильным. Но применяя методы отца, Артур сталкивается с испытаниями и лишениями, что воспитывают в человеке одно из самых скверных качеств – безразличие. Совсем как у его отца, что правил холодной головой и железными законами, за которыми мог скрыть свое пренебрежение малодушия. Ведь когда дело касалось действительно важных для него вещей, Утор с необыкновенной легкостью отбрасывал прочь все законы и правила, чтобы добиться того, что ему нужно. Без конца наваливающиеся кризисы подкосили Артура, и только поддержка и вера его людей смогли вернуть ему уверенность в легитимности своих прав на трон. И пусть мягкий в своем характере Артур не может править так же эффективно, как его отец, своей самоотверженностью и великодушием он сплотил вокруг себя союзников, что были верны ему не из меркантильных интересов, а из взаимного уважения. Где Утор завоевывал влияние страхом и дипломатией, Артур получал все просто самостоятельно, следуя кодексу чести рыцаря. Его неподкупность и горячность в тех делах, где ставкой является чужая жизнь, преданность своему долгу и убеждениям вдохновили тех, кто защищал Камелот вместе с ним, а соседям-правителям ясно продемонстрировали его надежность. И вот, в начале 5-го сезона мы видим Артура в его наивысшей точке. Он смог отстоять свой путь и свое видение в идеологическом противостоянии с Утором, не изменился под влиянием навалившихся на него ответственности и нашел признание среди веренного ему народа. Он — совесть всего Камелота. Его воля непреклонна, а цель ясна — объединить все королевства Альбиона, чтобы на землях его предков воцарился долгожданный мир. Более того, к концу сериала он к этой цели даже придет. Но есть нюанс. Все то время, что Артур шел к своей цели от самого 1-го сезона, он не учился ответственности. Будучи несведущим человеком в мире магии, он не имел ни малейшего представления о том, какова его роль во всей этой истории и какова настоящая цена совершенных им ошибок. Всю тяжесть его бремени нес на себе Мерлин, и он же, с высоты своего положения, мог оценить все последствия и тяжесть своих проступков. Он говорил Артуру быть собой и поступать так, как велит его сердце, и ради этого создал безопасную среду, где все заговоры и интриги, проводившиеся с участием Артура или же без, решались главным образом благодаря Мерлину и его великому дару. И к 5-му сезону, где пророчество о судьбе Артура вот-вот уже должно исполниться, Мерлину приходится столкнуться со всеми ошибками, совершенными им в прошлых сезонах, и ответственность, возложенная на него, в конце концов его ломает. Начав путь невинным, добрым и отзывчивым парнем, он становится отстраненным, холодным и безучастным. Его не волнует чужое горе, если на кону стоит жизнь Артура, а к людям он потерял всякое доверие. Он так долго жил пророчествами и предостережениями, следил за их неумолимым воплощением, что уверился в их неизбежности. Поэтому, как только в сюжет возвращается Мордред в роли рыцаря, человек, которому пророчит убийство Артура, Мерлин без какой-либо эмпатии желает ему лишь скорейшей смерти. В то время как сам Мордред самостоятельно пришел к мысли о том, что жизнь ради собственных амбиций лишь плодит несправедливость в мире и делает людей несчастными. Он искренне верит в мир, что собирается построить Артур, потому как своими глазами стал свидетелем его самоотверженности и искренности.
Моргана стремится получить его расположение, но на благо ее путь идет вразрез с его убеждениями, о чем он ей напрямую и говорит. Но недоверие со стороны Мерлина и излишняя самонадеянность Артура в том, что его решение, каким бы оно ни было, будет уважено, толкают Мордреда на путь предательства. И в момент, когда Моргана с Мордредом объединяются под эгидой мести Артуру, Мерлин окончательно уверяется в том, что настал час платить за все совершенные ранее ошибки. Но в чем именно заключались эти ошибки? Дракон пророчил смерть Артура стараниями и Мордреда, и Морганы, но Мерлин оставался верен в себе и поступал по собственному усмотрению. Он помогал всем нуждающимся, ведь видел в этом свое предназначение, пользу, что он как человек, наделенный неограниченными возможностями, способен принести миру. И все ошибки, что он совершал в начале пути, ведомые своими идеалистическими представлениями о людях, всегда сходили ему с рук. Ведь всякий раз, оступаясь, он оправлялся от неудач, зная, что сделал все, что мог, чтобы всех спасти. Он был неопытен, но его действия нельзя назвать ошибкой. Мерлин поступал по совести, и это свело его с людьми, что жили по такому же принципу. И как бы велика ни была угроза, Камелоту удавалось все преодолеть, потому что Мерлин и Артур оставались верны себе, и вместе с друзьями, верными подданными, противостояли трудностям, против которых бессильна одна лишь магия. Ошибка была в том, что Мерлин этого не понимал. Оставаясь прилежным слугой и верным другом, он держал в тайне свое магическое естество для всех, кроме Гaiuса. И пусть для всех он был на виду, на деле оставался в стороне, в тени, где никто не осудит и никто не поддержит. Он оставался один, поступал, как если бы остался один, и принимал решения, как если бы все зависело только от него. Но и в первый раз, когда Моргана и Моргауза захватывают Камелот, если бы рядом с Артуром не было доблестных рыцарей, способных его защитить, никакое пророчество не спасло бы их общее будущее. Так же, как и во второй раз, захваченные Морганой Камелот не получилось бы вернуть законному владельцу, если бы не жертва Изольды, спасшей Артура в тронном зале. Все эти люди присоединились к Артуру от прямого или косвенного влияния Мерлина. Он никогда не был один на этом пути и не должен был забывать о их вкладе в общее будущее. По иронии судьбы, один из рыцарей, тех, чье предназначение было защищать Артура в этом вселенском замысле, Мордред, стал тем, кто его убил. Единственный рыцарь, которого Мерлин предал. Совершая одна за другой сделки с совестью, чтобы приблизить будущее, о котором ему пророчил дракон все эти годы, Мерлин вошел в это будущее совсем другим человеком, что признавали и Артур, и Гaius. Он думал, что, относясь к пророчеству со всей серьезностью и самоотдачей, сможет избежать печального исхода. Но во вселенной Мерлина судьба благоволит лишь тем, кто остается верен себе. Отнесись он к Мордреду так же непредвзято и трезво, как он относился к людям раньше, и все могло бы пойти по совершенно иному сценарию. Перед финальным сражением от козней Морганы Мерлин лишается своих магических сил, что метафорически подкрепляет потерю самого себя. Вместе с силой он теряет смелость и веру, а также впервые надолго оставляет Артура. Еще в первой серии Мерлин мнил о том, что без магии он никто, и теперь, находясь в смятении, он слышит слова своего покойного отца, возвращающие ему надежду. Мерлин. Отец. Мой сын. Ты здесь. Ты живой? Живой или мертвый, настоящий или нет, в прошлом или настоящем, это не важно. Важно лишь то, что тебе нужны слова поддержки от отца, который любит тебя. Не сдавайся, Мерлин. Не опускай руки. Нет смысла идти дальше. Битва окончена. Моргана победила. Только если ты признаешь поражение. Ты должен бороться. Впусти надежду в сердце, и Моргана не сможет победить. Какая надежда без магии? Мерлин, ты являешься не только сыном своего отца,
Ты сын земли, моря, неба. Магия пронизывает весь наш мир. И ты родился из этой магии. Ты сама магия. Ты не можешь потерять то, чем являешься. Как мне вновь обрести себя? Верь, Мерлин. Верь правде своего сердца. Верь, что ты всегда был и всегда будешь. Всегда буду. Мерлину удается переломить ход боя, но погибели Артуру уже не миновать. Победив всех врагов, получив силу, которой во всем мире нет равных, Мерлин осознает всю бессмысленность своей борьбы. Ведь все, что он делал, было не ради пророчества, не ради признания, а ради друзей и их счастья. В самом конце он получает возможность показать Артуру настоящего себя и быть принятым им. Но это лишь приносит ему боль сильнее, чем от потери магии, осознание того, чего лишился гонимой ложной целью. Ценой потери его собственного «я» стала не потеря его жизни, а потеря цели этой жизни. Вместе с Артуром умерла надежда о том дне, когда все друзья соберутся за одним столом и будут счастливы, а Мерлин вместе с ними. Он больше не возвращался в Камелот. Больше судьба королевства от него не зависела. Лишь проходя мимо Авалонского озера, иногда он останавливается в мыслях, ожидая тот день, когда король вернется, и это знаменует его искупление. В конце концов, что значит быть собой? Сквозь сериал этот нарратив связывает всех персонажей. Что бы ты сделал на моем месте? Вопрос, что нередко задают друг другу герои этой истории. В представлении авторов существует универсальный ответ на этот вопрос. Единое нутро, что объединяет всех людей в стремлении сделать свою жизнь лучше. Благодарность, доброта, верность, сострадание – то, к чему стремится каждый человек, но объединяет эти качества то, что все они направлены в отношении кого-то другого. Мы, люди, познаем себя в отношениях с другими людьми, и возможностью проявить себя мы обязаны тем, кто нас в этом мире сопровождает. По этой причине мы не жалеем доброты для тех, кто нам не безразличен, и оказываем доверие тем, с кем еще не случилось познакомиться. То доверие, что связывает нас независимо от статуса, религии, даже идеологии, что основано на общем представлении о том, каким будущим мы хотим наградить своих близких. Ведь любить друг друга – это все, что нужно, чтобы оставаться собой. Все, что нужно, чтобы оставаться человеком. Многие, особенно в наше время, как Моргана или Мордред, теряют доверие к людям, замыкаются на самих себе, на своих мелочных нуждах и гнусных проявлениях, таких как гнев, зависть, гордыня, уныние. Собери их всех, так сказать. Но происходит это не естественным путем, а под влиянием других, таких же травмированных людей или особых жизненных обстоятельств. Взгляд таких людей всегда обращен в прошлое, и даже развиваясь, они остаются в том искалеченном преобразованиями состоянии, откуда они когда-то начали, с теми же комплексами и притязаниями. Как правило, у них нет объективных суждений, ведь не доверяют ничему опыту так, как своему собственному. Еще один путь потерять себя представлен в сюжете Мерлином и Утером. Взвалив на себя огромную ответственность, они отстраняются от людей и ставят в выполнение задачи превыше морали, определившей их убеждения, что их неизбежно меняет. И хоть никто из вышеперечисленных персонажей, кроме Мерлина, не воспринимал свои преобразования как серьезную проблему, мы, как свидетели истории, могли в полной мере оценить их пагубность. В свою очередь Артур стал тем, кто сквозь сомнения и тяжелые испытания смог сохранить себя, буквально вписав себя в историю как король прошлого и будущего. Неизменный символ добродетели, вдохновляющий людей на подвиги во имя любви и долга, каким и должен быть легендарный король. Какую же мораль предлагает нам Мерлин от BBC? Не пытайтесь быть как Утер, не пытайтесь быть как Мерлин, не пытайтесь быть как Артур.
Думайте о том, какую пользу вы могли бы принести. Жизненный вклад каждого делает наше совместное существование возможным, но люди не могут довольствоваться одним лишь существованием. Жадность и гордыня очень легко укореняются в человеке, если дать им прорасти. Чтобы не пасть жертвой своих амбиций, мы должны помнить, для кого мы каждое утро встаем и трудимся. Мы не приходим в этот мир одни, и благодаря общности мы находим свою идентичность. Мир, рожденный мыслями одного человека, может воплотиться в жизнь, если приживется в умах других людей. Чтобы жить как в сказке, в гармонии с миром и самим собой, всем нам следует быть более терпимыми и чуткими. Личная выгода в моменте может сделать нашу жизнь приятнее, но только чувство локтя приносит истинную радость и покой. Если получить что-то значит отдалиться от людей, брось, оно того не стоит. Изоляция развращает человека куда хуже, чем совершенная другим подлость. Отдаляясь от близких, мы теряем главное, что вдохновляет нас и определяет нас как личность. Наши амбиции – ничто перед лицом вечности, но искренность и доброта – это то, что способно преодолеть поколения, позволяя нам к ней приблизиться. Верить в новый день значит верить в то, что люди новой эпохи будут добрее, чем сейчас. Потерять веру, потерять себя может каждый, так же, как и каждый может вернуться из этого состояния отрешенности, но порой понять необходимость преобразований своей жизни получается только с приходом полного одиночества. Не нужно до этого доводить. Живите по совести, наплюйте на невеж, что вместо дружбы предлагают вам обман, а вместо учтивости грубость. Все могут стать добрее, все хотят быть добрее, потому что в конечном счете все желают стабильности и уюта, которые дают нам взаимная поддержка и признание. Поэтому нет смысла отчаиваться, сталкиваясь с неизбежными конфликтами. Возможно, сама суть этих конфликтов в неполноценности тех, кто их зачиняет, в их желании найти какое-то общественное одобрение своих взглядов и так самоутвердиться, или же просто выместить свое разочарование от поганой жизни. Возможно, этим людям нужна наша помощь. И если эти люди достаточно честны, чтобы это признать, не отказывайте им в ней. Каждый заслуживает права на второй шанс. Пусть сами мы не знаем то, в каком виде наши добрые намерения к нам вернутся, это не важно, иногда лучше вовсе этого не знать. Нам не дано изменить человеческую натуру, но каждый может сделать выбор, о котором завтра не придется жалеть. Оставаться собой все, что нужно, чтобы оставаться в семье. И чем больше будет наша семья, тем лучше будет и наша жизнь. Так было и так будет всегда. И пусть такой взгляд может показаться наивным, надеюсь, кроху истины человеку по ту сторону экрана все же удастся разглядеть. Да и чего вы ожидали от сказки в самом деле? Даже Артур не справился бы со всеми испытаниями, покуда бы его не сопровождал сильнейший волшебник. Если отбросить статус и заслуги, то и персонаж Артура по существу представляет собой весьма заурядного человека, который легко поддается чужому влиянию и не спешит брать на себя ответственность. Но в том и прелесть, что в его проблемах, сомнениях, неудачах и превозмогании мы можем отыскать силу для того, чтобы преодолеть сомнения в крепком намерении следовать своему пути. К тому же факт эмоциональной незрелости героя добавляет иронии сценарию, что точно как в «Кунг-фу Панде», доверившись случаю, обладатель силы и сакральных знаний Мерлин из посредственности получает главное достижение своей жизни. Не знаю, может это просто я стал сентиментальнее с годами, но мотив сериала «Учиться доверять друг другу и не изменять себе» кажется мне с годами только актуальнее и глубже, чем у большинства произведений со своими оригинальными идеями. Да и в целом, оглядываясь в прошлое, могу сказать, что премудрости, казавшиеся ранее банальными и поверхностными, сейчас мне видятся куда более осмысленными и обоснованными, чем всякий мусор в социальных сетях. Бывает, самые важные вещи в нашей жизни просты до безобразия, но это никак не умаляет их ценность, в то время как для нас главное вовремя осознать их важность. Конечно, это далеко не все, что я мог бы вам рассказать об этом сериале. Я даже не касался местной Гвиневры. Я мог бы рассказать о доблестных рыцарях, мог бы рассказать о Гвейне. Я бы мог
Говорить о Гвейне долго. Мог бы рассмотреть сюжет с позиции Морганы, углубиться в местную магическую систему, рассказать о том, как много в этой картине монстры и что каждая из себя представляет, а также мог разобрать детально самые интересные эпизоды, но уж точно не буду этого всего рассказывать здесь. А целью этого обзора было лаконично, но развернуто разобрать основной посыл и синопсис сериала, чтобы заинтересовать нового зрителя и, может быть, преподнести старому новый взгляд на Мерлина. Если я хотя бы отчасти добился своей цели, выходит, не зря я выплескивал на вас свой поток сознания в течение... Что я мог бы еще добавить в заключение? Лично для меня Мерлин — это наглядный пример того, как посредственную графику скрыть за цветокором, как недостаток деталей окружения скрыть постановкой кадра и как, вдохновляясь культурным наследием, приумножить его. Все недостатки, что есть в этом сериале, компенсируются усердным трудом всех причастных к нему людей. И этим обзором я хотел бы сказать спасибо, что такие люди все еще существуют, что они отдаются любимому делу по полной и говорят со зрителем о важном, всегда актуальном, и делают это искренне. Я бы хотел попросить вас, не подписывайтесь на мой канал, не ставьте лайки и комментарии, просто посмотрите этот сериал, сделайте свой обзор, оставьте свой отзыв. Он заслуживает, эти 5 сезонов заслуживают всего того времени, что вы на это потратите. Ну а всем, кто досмотрел до этого момента, хочу сказать огромное спасибо. Это мой первый опыт, но, надеюсь, не последний.